Как выглядит самое загадочное ранчо в истории США? НЛО и оборотни, странные звуки и порталы между мирами. Я расскажу вам невероятную историю ранчо Скинуокер, что за жесть там происходит и почему люди стараются обходить это место стороной. Приготовьтесь, будет страшно интересно, особенно в конце. Что это вообще за место? Обычное ранчо, но с очень необычной репутацией. С самых первых дней, когда эта земля перешла в руки новых хозяев, место начало окружать ореолом таинственности. Загадочные сообщения о НЛО и других аномалиях стали появляться задолго до того, как эта история достигла страниц газет в 1996 году. Но истинное название ранчо Скинуокер пришло позже, в 1980-е и 1990-е, заменив предыдущее ранчо Шерман. Откуда это прозвище взялось? Слово «скинуокер» происходит от легенд индейцев о мистических оборотнях, способных превращаться в животных. Эти существа, как гласят предания, могут обладать человеческими чертами, светящимися красными глазами и острыми зубами, всегда источая атмосферу злобы и агрессии. Местные жители рассказывали о странных созданиях, таких как неуязвимый волк и мускулистая гиена, напавшая на лошадь, а также о некоем существе, похожем на медведя, хотя медведи в этих местах не обитают давным-давно. Ходили слухи и о фотографиях скинуокеров, которые многие считали подделкой, но это не уменьшало интереса к этим мистическим рассказам. Но как все началось? В 1970 году, когда семья Шерман приобрела ранчо в штате Юта, они воображали, что начинают новую, идеальную жизнь. Мечтали о ферме, детях и спокойной деревенской жизни, но реальность оказалась куда более мрачной и загадочной. Почти сразу после переезда на ранчо Шерманы столкнулись с непостижимыми явлениями. Невидимое присутствие в их доме ощущалось все время. Голоса и шепот возникали из ниоткуда и также внезапно исчезали, создавая ощущение, что рядом всегда кто-то есть. Но это было только начало. Спустя 5 месяцев паранормальная активность усилилась. Семья видела нечеткие человеческие силуэты, которые появлялись и исчезали как призраки. Предметы в доме начинали двигаться сами по себе, а сны, одинаково жуткие у всех членов семьи, делали ночи настоящим испытанием. Шерманы чувствовали, как невидимые силы толкают их, когда они проходили мимо определенных мест в доме или на участке, что только добавляло страху к ощущению безысходности. Эти явления были лишь верхушкой айсберга в серии загадочных событий, которые заставили семью сомневаться в своем решении переехать на это ранчо. Проблемы были не только в доме. Они наблюдали странные круги на полях, сложенные из прижатой к земле пшеницы, что уже само по себе вызывало беспокойство. Но однажды Шерманы увидели нечто, превосходящее все их ожидания. Огромный космический корабль, величиной с 2 футбольных поля, парящий над землей. Изначально Терри Шерман предполагал, что все происходящее могло быть частью тайных правительственных экспериментов. Однако, когда на ранчо начали появляться неизвестные дикие животные, эта теория была отвергнута. Местные жители и соседи стали свидетелями появления существ, напоминающих скинуокеров, древних оборотней по индейским легендам, с красными глазами и агрессивным поведением. На ранчо замечали волков, на которых не действовали пули, мускулистую гиену и даже медведей, которых не должно было быть в этой местности. Все это сопровождалось исчезновением скота, что лишь подтверждало мрачные догадки о паранормальной активности в этом месте. Пережив множество ужасов, семья Шерман осознала, что пребывание на ранчо становится опасным. Они решили продать его Роберту Бигелоу, надеясь тем самым избавиться от проклятия этой земли. Но и после продажи загадочные события на ранчо Скинуокер не прекратились, оставаясь объектом обсуждений и исследований. Роберт Бигелоу был непростым покупателем, это миллиардер, известный своим увлечением паранормальными явлениями и изучением необъяснимого. Он осознанно приобрел ранчо Скинуокер, чтобы разгадать его загадки. Это место уже давно славилось своими аномальными событиями, и Бигелоу надеялся погрузиться в их изучение, используя передовые технологии и научные методы. Его интерес к ранчо был подогрет многочисленными рассказами о наблюдениях НЛО и паранормальной активности, зафиксированных предыдущими владельцами
и местными жителями. После приобретения ранчо Бигелоу установил там специальное оборудование для фиксирования любой необычной активности. С помощью этой аппаратуры он смог задокументировать странную инопланетную активность, что стало важным доказательством в поддержку его теории о существовании внеземного разума. Кроме того, он лично и его команда исследователей стали свидетелями появления загадочных существ, очень похожих на описанные местными жителями и семьей Шерман. Эти существа, напоминающие скинуокеров, появлялись словно из ниоткуда. Их присутствие сопровождалось странной атмосферой и нередко электромагнитными аномалиями. Бигелоу предположил, что на территории ранчо существуют невидимые порталы, через которые эти существа перемещаются между своими мирами и нашим. Подтверждением этой теории послужили несколько странных инцидентов, связанных с исчезновением и необъяснимым появлением предметов. Например, однажды, когда Бигелоу пытался выкопать яму на участке ранчо, его лопата внезапно исчезла и была обнаружена только через 2 недели, вися на ветке дерева. Вот как такое может произойти? Согласно рассказам, любые попытки копать землю на этом участке приводят к серии странных и порой тревожных событий. Инструменты внезапно исчезают в момент, когда от них отвлекаются, а затем находятся в самых невероятных и труднодоступных местах. Один из предыдущих владельцев ранчо делится историей о том, как во время подготовки к копке ямы его лопата бесследно исчезла, когда он отвернулся всего на миг. Однако самый тревожный инцидент связан с одним из работников ранчо, который начал копать ямы для установки забора. Вскоре после начала работы он резко почувствовал ухудшение здоровья, ощущал сильную слабость и усталость. Его состояние быстро ухудшилось, и вскоре его госпитализировали. В больнице у него обнаружили опухоль мозга, которая ранее не проявляла себя. Исход этой истории остается неизвестным, добавляя еще одну тайну к множеству неразгаданных загадок ранчо. В 2004 году, несмотря на значительные находки и продвижения в исследованиях, Бигелоу внезапно прекратил все работы на ранчо и переехал в другой город. Продать это место, окутанное дурной славой и тайнами, он смог лишь спустя многие годы. В 2016 году новым владельцем стал Брэндон Фугал, глава крупного агентства недвижимости, заинтересованный в истории и аномалиях ранчо. Он также пытался задокументировать все странности, которые происходили с этим местом, но его близкие начали резко заболевать. Постоянные головные боли, рвота и головокружение. Как итог, он тоже сбежал с этого ранчо. Кстати, многие ученые тоже разделяют мнение, что на ранчо могут быть порталы в другие миры. Это может объяснить паранормальную активность и странных животных, хотя это и звучит фантастически. Тем не менее, собранные свидетельства и рассказы очевидцев заставляют задуматься. Многие из этих историй описывают случаи, когда предметы, животные, а иногда и люди внезапно исчезали прямо на глазах у других или, напротив, появлялись из ниоткуда. Эти рассказы подкрепляются разнообразными записями и доказательствами, собранными как профессиональными исследователями, так и случайными свидетелями. Один из таких случаев описывает, как человек наблюдал за исчезновением своей собаки, которая бежала за странным светящимся объектом и вдруг бесследно пропала. Другой случай связан с появлением в воздухе загадочных огней, которые слились в одну яркую точку и исчезли, оставив после себя только слабый световой след. Несколько свидетельств описывали ситуацию, когда оставленные на земле вещи просто исчезали на следующий день. Соседи уносили. Все огорожено, и кому может понадобиться лопата или ведро. И что-то потом находилось, но в совсем других местах. Вот что это может быть? Хотя и пришельцы тоже могут быть замешаны. Загадочные наблюдения НЛО в районе ранчо Скинуокер восходят к 1950 годам, подогревая интерес к этой местности как к эпицентру паранормальных явлений. Одним из наиболее заметных случаев, приковавших внимание общественности и ученых, был инцидент 1978 года, когда в ночное время через район промчался огромный летающий объект в форме блюдца. Этот объект был замечен одновременно множеством свидетелей в различных частях района, что добавляет весомости и достоверности их рассказам.
Очевидцы описывают его как серебристый, окруженный зеленоватым свечением. Особенно примечательным был купол на вершине, напоминавший округлую ручку на крышке кастрюли, что придавало объекту не только необычный вид, но и технологическую загадочность. Самым интригующим моментом было отсутствие каких-либо звуков при движении объекта, несмотря на его впечатляющие размеры. Эта деталь часто встречается в свидетельствах о НЛО и является одной из характеристик, которые делают наблюдения убедительными и трудно объяснимыми с точки зрения современной науки. Что еще странного задокументировали ученые? На ранчо Скинуокер одним из самых загадочных и обсуждаемых явлений являются голоса, доносящиеся из ниоткуда. Множество посетителей и жителей ранчо сталкивались с этим странным феноменом, когда голоса внезапно проникают в пространство, на мгновение заполняют его и также неожиданно исчезают. По свидетельствам, эти голоса порой звучат как шепот прямо у чьего-то уха, создавая иллюзию присутствия невидимого собеседника. Сопутствующим явлением, усиливающим мистическую атмосферу ранчо, являются ощущения прикосновений от невидимых сущностей. Посетители и жители не раз описывали моменты, когда их будто что-то или кто-то толкало, словно невидимая рука или нога пыталась привлечь их внимание или указать на свое присутствие. Кроме того, на ранчо зафиксированы случаи появления полупрозрачных человеческих силуэтов, которые кажутся почти призрачными фигурами. Иногда эти фигуры сопровождались маленькими летающими шариками света, известными как орбы. Эти светящиеся объекты часто ассоциируются с паранормальной активностью и могут появляться в разных местах ранчо, нагоняя еще больше жути. Я бы тоже оттуда сбежал, говорю честно. Но что происходит на ранчо сейчас? С приходом Брэндона Фугала, нового владельца ранчо Скинуокер, этот участок земли стал зоной исключительного доступа для узкого круга исследователей. Фугал и его команда продолжают исследования паранормальных явлений, которые были зафиксированы и предыдущими владельцами ранчо. Свои наблюдения и убеждения он описывает категорично. Он не просто верит в аномальные явления на ранчо, он их видел и записал. Интересно, что речь идет не только о наблюдениях инопланетного или паранормального присутствия. Многие исследователи упоминают так называемый феномен автостопщика, который предполагает, что энергетика места оказывает длительное воздействие на посетителей даже после того, как они покидают ранчо. Примером тому служит случай с доктором Трэвисом Тейлором, который столкнулся с необъяснимыми техническими неисправностями своего автомобиля, находящегося далеко от ранчо, что совпало с аномалиями, происходящими на самом ранчо в тот же момент. Хотя документальных подтверждений, высказываемых гипотез и предположений на данный момент нет, продолжающиеся исследования и наблюдения Фугала и его команды по-прежнему привлекают внимание как научного, так и любопытного сообщества. Это подчеркивает уникальность и неоднозначность ранчо Скинуокер как место с сильной и необычной энергетикой, которая оставляет заметный отпечаток на всех, кто с ней сталкивается. Но есть и конспирологические теории. Одной из самых популярных версий является предположение, что ранчо является местом проведения секретных правительственных экспериментов. Эта идея кажется не такой уж нелепой, если углубиться в детали. Во-первых, ранчо находится в отдаленной и труднодоступной местности, что создает идеальные условия для тайных испытаний, минимизируя риск случайных свидетелей. Во-вторых, постоянная смена владельцев и их загадочные истории подпитывают теории о том, что правительство могло использовать каждую новую администрацию ранчо для различных целей, включая испытания новейших технологий или изучение экстраординарных явлений. Кроме того, многие технологии, описываемые свидетелями, могли бы быть частью военных разработок. Существует также предположение, что правительство могло интересовать изучение паранормальных явлений в контексте психологической войны или разработки нового вида вооружений. Наличие на ранчо явлений, напоминающих полтергейст или другие паранормальные активности, возможно, связано с использованием высокотехнологичных устройств, способных воздействовать на окружающую среду и человеческое восприятие. В конечном итоге, хотя прямых доказательств в пользу этой версии нет, обилие необъяснимых событий и особенности ранчо Скинуокер продолжают привлекать как исследователей, так и просто любопытных, каждый из которых ищет ответы на вопросы, скрывающиеся за его таинственными границами.
А может ли ранчо Скинуокер быть всего лишь выдумкой, масштабной шуткой, мифом, созданным для развлечения? Эта версия звучит не менее захватывающе, чем любые паранормальные теории, связанные с этим местом. Возможно, рассказы о ранчо Скинуокер – это просто хорошо спланированный маркетинговый ход, нацеленный на привлечение туристов или любителей сверхъестественного. Или же это социальный эксперимент, призванный изучить реакцию общественности на информацию о паранормальных явлениях. Вот сами подумайте. Во-первых, несмотря на множество рассказов о странных явлениях, до сих пор не существует ни одного надежного доказательства, подтверждающего паранормальную активность на ранчо. Да, столько исследований, но ни одного вразумительного видео. Все так называемые свидетельства могут быть легко сфабрикованы или истолкованы по-разному. Во-вторых, ранчо Скинуокер обладает определенной репутацией, которая может быть использована как инструмент для привлечения внимания медиа и ученых, а также стимулирования местной экономики через туризм. Привет? Да я вот тоже так думаю. Ведь бывшие владельцы не пытались никак монетизировать свое ранчо, а просто постарались сбежать оттуда. Даже миллиардер не стал развивать эту историю, а просто избавился от этой земли. Как шутка может это объяснить? Я не могу точно сказать, что происходит на этом ранчо, какие свидетельства правдивы, а какие преувеличены, но дыма без огня не бывает. А что вы думаете? Решились бы пожить на этом ранчо? Обязательно пишите в комментариях, с удовольствием прочту. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать видео, то переходите в Telegram-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. И спасибо за просмотр.